С приключениями, но долетел. Дональд Трамп в Давосе. С каким месседжем выступил? Рютте, адвокат президента США. Генсек НАТО уверен, если бы не Трамп, было бы сложно. Уитков с Кушнером едут в Москву. О чем договорились? Трамп шантажирует и манипулирует. Стармер и лидеры Евросоюза готовятся к обороне. В Японии впервые после аварии на Фукусиме запустили ядерный реактор. А теперь об этом подробно и по делу. Это один день. Не забудьте подписаться и поставить лайк этому видео. Со второй попытки Дональд Трамп все-таки отправился в Давос. Президентский борт Air Force One вскоре после взлета неожиданно развернулся обратно. В салоне на несколько минут погас свет. Ничего критичного, но экипаж решил не рисковать и вернулся на базу Эндрюс. Проверка показала проблемы в электропроводке. Трамп долго ждать не стал. Пересел на запасной самолет военно-воздушных сил США и продолжил путь в Швейцарию. В Давосе Трампа ждали надписью на горном склоне «Яркое нет королям». Правда, из-за трехчасовой задержки рейса так и осталось вопросом, увидел ли ее президент США по пути в Альпы. Борт номер 1 приземлился в Цюрихе, и уже в аэропорту Дональд Трамп пересел на вертолет. Уже в светлое время активисты выложили на снегу фразу «Трамп, едь домой», которую можно было прочитать с воздуха. И снова Дональд Трамп в Давосе. Начал он свою речь с упрека Европы. Прекрасно снова быть в красивом Давосе, в Швейцарии, и обращаться ко многим уважаемым лидерам бизнеса, ко многим друзьям и к немногим врагам. После 12 месяцев моего возвращения в Белый дом наша экономика процветает, рост стремительно ускоряется, производительность резко увеличивается, инвестиции бьют рекорды, доходы растут, инфляция побеждена, наша ранее открытая и опасная граница закрыта и практически непроницаема. А Соединенные Штаты переживают самый быстрый и самый драматичный экономический разворот за всю историю нашей страны. США — это экономический двигатель планеты. И когда Америка процветает, процветает весь мир. Так было всегда. Когда у нас плохо, плохо становится всем. Вы все следуете за нами вниз и следуете за нами вверх. И сейчас мы находимся в точке, в которой, как я считаю, мы еще никогда не были. Я никогда не думал, что мы сможем сделать это так быстро. Возможно, и вы тоже, и те страны, откуда вы приехали, могли бы добиться куда больших успехов, следуя тому, что делаем мы. Потому что некоторые места в Европе, откровенно говоря, уже неузнаваемы. Они неузнаваемы. Мы можем спорить об этом, но здесь нет предмета для спора. Друзья возвращаются из разных мест, и я не хочу никого оскорблять, говоря, что я их не узнаю. И это не в положительном смысле, это в очень негативном смысле. Я люблю Европу и хочу видеть ее процветающей, но сейчас она движется не в правильном направлении. В последние десятилетия в Вашингтоне и европейских столицах утвердилось так называемое общепринятое мнение, что единственный способ развивать современную западную экономику — это постоянно увеличивать государственные расходы, допускать неконтролируемую массовую миграцию и бесконечно наращивать импорт. Считалось, что так называемые грязные профессии и тяжелую промышленность следует перенести в другие страны, что доступную энергию нужно заменить зеленой новой аферой, а государство можно поддерживать, импортируя новые и совершенно иные по культуре населенные группы из далеких земель. Именно по этому пути крайне глупо пошли администрация сонного Джо Байдена и многие другие западные правительства, отвернувшись от всего, что делает нации богатыми, могущественными и сильными. При этом у столь многих стран существует огромный потенциал. Результатом стали рекордные бюджетные и торговые дефициты, а также растущий суверенный долг, вызванный крупнейшей волной массовой миграции в истории человечества. Мы никогда не видели ничего подобного. Продолжил размышлениями о нефти, альтернативной энергии и покупке Гренландии. Мы никогда ни о чем не просили и никогда ничего не получали. И, вероятно, мы ничего и не получим, если только я не решу применить чрезмерную силу и мощь, при которой мы, откровенно говоря, были бы неудержимы. Но я этого делать не собираюсь. Хорошо. Теперь все говорят: «О, хорошо». Это, пожалуй, самое громкое заявление, которое я сделал, потому что люди думали, что я применю силу. Мне не нужно применять силу. Я не хочу применять силу. Я не буду применять силу. Все, о чем просят Соединенные Штаты, это место под названием Гренландия, где у нас уже был статус попечительства, но мы с уважением вернули ее Дании не так давно, после того, как победили немцев, японцев, итальянцев и других во Второй мировой войне. Мы вернули ее им. Президент США Дональд Трамп заявил, что в среду
21 января проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. По его словам, и украинский лидер, и Владимир Путин заинтересованы в завершении почти 4-летнего конфликта. Я пришел, а НАТО должно было платить всего 2% от ВВП. Так что другие президенты тратили, разумно или нет, триллионы и триллионы долларов на НАТО и не получили абсолютно ничего взамен. Мы никогда ничего не требовали. Это всегда было движением в одну сторону. А теперь они хотят, чтобы мы помогли им с Украиной. И позвольте сказать, на самом деле, я помогаю даже не им. Я хочу, чтобы вы посмотрели на прошлую неделю. Если вы видели, то это было 10 тысяч солдат. А в прошлом месяце 30 тысяч. 31 тысяча солдат погибли. 31 тысяча — это как эта комната, умноженная на количество людей в этой комнате, умноженное на 30. Подумайте об этом. 30 тысяч солдат погибли за один месяц. Месяцем ранее — 27 тысяч. Еще месяцем раньше — 28 тысяч. До этого — 25 тысяч. Там настоящая бойня. И именно это я хочу остановить. Помогает ли это Соединенным Штатам? Но это же души. Это очень, очень молодые люди. И я имею дело с президентом Путиным, и он хочет заключить сделку. Я считаю, что имею дело с президентом Зеленским, и думаю, что он тоже хочет договориться. Я встречаюсь с ним сегодня. Он, возможно, сейчас в зале. Но эту войну нужно остановить, потому что слишком много людей погибает, гибнут напрасно. Слишком много душ теряется. Это единственная причина, по которой я этим занимаюсь. Но, делая это, я помогаю Европе, я помогаю НАТО. До последних нескольких дней, когда я рассказал им про Исландию. Они меня любили. Они называли меня папочкой. Верно? В прошлый раз один очень умный человек сказал: «Он наш папочка. Он всем управляет». А я такой: «Управляю?» Я прошел путь от «я всем управляю» до «я ужасный человек». Итак, я считаю, что сейчас они находятся на таком этапе. Я встречусь с президентом Зеленским позже сегодня. Я считаю, что сейчас они на той точке, когда могут собраться вместе и заключить соглашение. А если они этого не сделают, они глупцы. Это относится к ним обоим. И я знаю, что они не глупые. Но если они не доведут это до конца, значит, они поступают глупо. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте готовится к встрече с президентом США Дональдом Трампом, несмотря на дипломатический скандал, разгоревшийся накануне. Публикация личной переписки вызвала резонанс в политических кругах и поставила под вопрос границы дипломатической этики. Однако встреча все же состоится на фоне напряженности, взаимных ожиданий и пристального внимания всего мира. У вас сегодня запланирована встреча с Трампом, господин Рютте? Да, у нас запланирована встреча для обсуждения различных вопросов. Пока Дональд Трамп пересекал Атлантику, в Давосе продолжалась оживленная дискуссия о будущем безопасности Запада. На площадке Всемирного экономического форума неожиданным адвокатом американского президента выступил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Он заявил, что именно возвращение Трампа в Белый дом заставило европейские страны увеличить военные расходы и серьезнее отнестись к вопросам обороны. Я знаю, что многие из вас критикуют Дональда Трампа. Но вы правда думаете, что без Дональда Трампа 8 крупных экономик Европы, включая Испанию, Италию и Бельгию, а также Канада, которая, кстати, находится вне Европы, вышли бы на уровень 2% ВВП на оборону в 2025 году, если в начале года они были лишь на уровне 1,5%? Ни за что. Без Дональда Трампа этого бы никогда не произошло. Сейчас все они тратят 2%. Вы действительно думаете, что на саммите в Гааге, как уже говорил Алекс, прошу прощения, президент Финляндии, мы бы пришли к общему уровню оборонных расходов в 5%, включая 3,5% на основные оборонные нужды, если бы президент Трамп не был переизбран? Ни за что. Этого бы не случилось. Да, сейчас я, возможно, не популярен, потому что защищаю Дональда Трампа, но я искренне считаю, что вы можете быть рады тому, что он у власти, потому что он заставил Европу активизироваться и осознать, что мы должны гораздо больше заботиться о собственной обороне. Что касается Арктики, я считаю, что президент Трамп прав. И другие лидеры НАТО тоже правы. Мы должны защищать Арктику. Мы знаем, что морские пути там открываются. Мы знаем, что Китай и Россия все активнее действуют в Арктике. 8 стран имеют выход к Арктике. 7 из них — члены НАТО: Финляндия, Швеция, Норвегия, Дания, Исландия, Канада и США. И только одна арктическая страна не входит в НАТО — это Россия. Я бы также сказал, что существует и 9-я страна — Китай, который все активнее присутствует в арктическом регионе. Поэтому президент Трамп и другие лидеры правы, мы должны делать больше и защищать Арктику.
Разумеется, я вижу, что сейчас существует напряженность. В этом нет сомнений. Я не буду это комментировать, но могу вас заверить. Единственный способ справиться с этим — в конечном итоге взвешенная, продуманная дипломатия. Нашим главным приоритетом должна оставаться Украина. И только затем мы можем обсуждать все остальные вопросы, включая Гренландию. Украина прежде всего, потому что это критически важно для безопасности Европы и США. Найти золотую середину в вопросе с Гренландией призвал президент Польши Кароль Навроцкий. Я считаю, что эту проблему следует решать дипломатическим путем. Разумеется, я ценю позицию Дании, это наш партнер. Но я смотрю на Гренландию как на стратегическую точку в геополитическом противостоянии между свободным миром, демократиями, независимостью и Россией. С точки зрения безопасности, Соединенные Штаты Америки оплачивают 65% расходов НАТО, а европейцы — 35%. Мы должны учитывать, что Дональд Трамп говорит о безопасности, потому что как лидер он отвечает за безопасность мира, и мы хотели бы поддержать это. Вы правда думаете, что можете остаться в стороне? Вы действительно считаете, что можно не участвовать в этом конфликте? Разве сейчас не момент для европейской солидарности? Разве это не ключ к единому и сильному ответу? Солидарность в Европе необходима, но также необходимо выстраивать хорошие трансатлантические отношения. Выйти из сложившегося кризиса внутри самого Альянса и работать над реальной проблемой — войной в Украине, призвал президент Финляндии Александр Стуб. Я думаю, что сейчас нам нужен своего рода выход из кризиса. Процесс, в рамках которого мы начнем работать над реальной проблемой, а именно над арктической безопасностью. К счастью, как сказал Марк, у нас есть 7 арктических стран, одна из которых обладает огромным военным потенциалом и может помочь справиться с этой задачей. Давайте начнем работу над процессом, который приведет нас к саммиту НАТО в Анкаре, где мы реально укрепим арктическую безопасность внутри Альянса. Эта война стала полным стратегическим провалом президента Путина. Он увеличил численность НАТО. Он сделал Украину европейской. Он увеличил оборонные бюджеты европейских государств. И вот мы сидим и дрожим, спрашивая себя, способны ли мы защитить себя? Мой ответ — да, способны. Из Давоса специальные посланники Дональда Трампа Стив Уиткоф и Джаред Кушнер направятся в Москву на встречу с Владимиром Путиным. На прошлой неделе Кремль сообщил, что готовится принять американскую делегацию для мирных переговоров по Украине, однако конкретные даты тогда названы не были. Вы сказали, что планируете встретиться с президентом Путиным завтра. Что вы собираетесь с ним обсуждать? Мы планируем обсудить мир, Украину и Россию. Как вы думаете, как пройдет встреча? Я настроен с надеждой. Господин Кушнер поедет с вами? Да, конечно. А позже вы встретитесь с украинской стороной? Да, сэр. Билл Гейтс отверг предположение, что искусственный интеллект может сыграть роль в возможной кампании Дональда Трампа по переизбранию. Выступая на панели Всемирного экономического форума в Давосе, Гейтс заявил, что ИИ способен значительно улучшить работу госслужб и помочь правительствам завоевать поддержку избирателей. Однако, отвечая на реплику ведущей Сары Айзен, он напомнил, что действующий президент США, находящийся на втором сроке, не должен баллотироваться снова. Я очень воодушевлен тем, что США могут сделать с помощью ИИ. Знаете, я сказал человеку, который сейчас возглавляет NHS, Уэсу Стритингу, что если они правильно используют ИИ, то уже одно это может помочь им переизбраться, потому что сейчас у граждан есть ожидание, что очереди в NHS будут сокращены, и что врачи будут работать с хорошим настроением и не будут перегружены. А ожиданий на это сейчас практически ноль. И все же я считаю, что если в течение их мандата будет достаточно времени, чтобы действительно запустить это в полную силу, Вам стоит сказать это президенту Трампу. сказать ему что? Ну, не знаю. Что если все сделать правильно, он, возможно, сможет переизбраться, если он так считает. Ну, вообще-то ему не положено баллотироваться снова, но... А он этого не исключал? В любом случае, это сложная тема. Для такой оптимизации нужно выделить целый кластер ИИ. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил в парламенте, что критические заявления президента США Дональда Трампа по поводу соглашения Лондона с Маврикием о Чагосских островах, которые стали разворотом по сравнению с его позицией прошлого года, были направлены на оказание давления на Великобританию из-за Гренландии.
Слова президента Трампа были прямо направлены на то, чтобы заставить меня отступить от моих принципов. Все, что он сказал о Чагосе, прозвучало буквально в том же предложении, что и его слова о Гренландии. В этом и заключалась его цель. А будущее Гренландии — это бинарный вопрос, который сегодня раскалывает мир и имеет серьезные материальные последствия. Я был ясен и последователен в своей позиции. Будущее Гренландии должны определять только сама Гренландия и королевство Дания. Он явно не слушает. Я сказал, что не отступлю от принципов и ценностей, которые я отстаиваю и которые отстаивает эта страна в вопросе будущего Гренландии. Однако отношения с Соединенными Штатами имеют огромное значение, особенно в сфере обороны, безопасности, разведки и ядерного потенциала, а также в области торговли и процветания. Накануне Трамп резко раскритиковал соглашение Великобритании о передаче суверенитета над архипелагом Чагос, включая остров с важной американо-британской авиабазой, назвав его актом полной слабости и великой глупости, что, по его словам, лишь подтверждает необходимость приобретения Гренландии. Вернувшись из Давоса, руководство Евросоюза выступило в Европарламенте в Страсбурге с жесткими заявлениями по поводу давления со стороны США из-за Гренландии. Угроза введения дополнительных тарифов под предлогом безопасности — это просто неправильно. Мы живем в мире, определяемом грубой силой, будь то экономической или военной, технологической или геополитической. И хотя многим из нас это может не нравиться, мы должны иметь дело с миром таким, какой он есть сейчас. Мы находимся на перепутье. Европа предпочитает диалог и решения. Но мы полностью готовы действовать, при необходимости, едино, срочно и решительно. Мы признаем наличие общего трансатлантического интереса в обеспечении мира и безопасности в Арктике, в том числе в рамках НАТО. В-четвертых, дальнейшие тарифы подорвут трансатлантические отношения и несовместимы с соглашением между ЕС и США. В-пятых, мы готовы защищать себя, наши государства-члены, наших граждан и наши компании от любых форм принуждения. Мы, разумеется, хотим и дальше конструктивно взаимодействовать с Соединенными Штатами по всем вопросам, представляющим общий интерес, а их немало, поскольку мы партнеры и союзники и принадлежим к единому трансатлантическому сообществу. Мы не можем принять ситуацию, при которой право сильного превалирует над правами слабого, потому что международные правила не факультативны. Союз не может сводиться лишь к череде сделок. Мы не можем мириться с нарушениями международного права где бы то ни было, будь то в Украине, Гренландии, Латинской Америке, Африке или в Газе. В Европейском парламенте решили оспорить торговое соглашение между Евросоюзом и странами Меркосур – Аргентиной, Бразилией, Парагваем и Уругваем. Депутаты проголосовали за обращение в Суд Европейского Союза. Итог с небольшим перевесом – 334 голоса «за», 324 «против». Парламентарии хотят проверить, можно ли применять соглашение до его окончательного утверждения всеми странами ЕС, и не ограничивает ли оно право Союза вводить собственные экологические и санитарные нормы. Итак, сначала мы голосуем по проектам резолюций о запросе заключения Суда Европейского Союза относительно совместимости с договорами предлагаемого партнерского соглашения ЕС-Меркосур и временного торгового соглашения. Мы начинаем с проекта резолюции Б10-0060. Голосуем по резолюции в целом. Поименное голосование объявляется открытым. Голосование закрыто. Резолюция принята. Документ был подписан на выходных и стал крупнейшим торговым соглашением в истории Евросоюза. Но против него активно выступают фермеры, прежде всего во Франции. Они опасаются наплыва дешевой говядины, сахара и мяса птицы из Южной Америки и считают, что европейские производители не выдержат конкуренции. Если дело дойдет до суда, рассмотрение может занять около 2 лет. Это способно серьезно затормозить вступление соглашения в силу или вовсе поставить его под вопрос. Сторонники сделки говорят, что она нужна Европе на фоне торговых конфликтов с США и для снижения зависимости от Китая. Тем временем страны Меркосур все громче дают понять. Они устали ждать решения Евросоюза после многих лет переговоров. Вице-президент США Джей Ди Венс и его супруга Уша Венс готовятся вновь стать родителями. Пара ждет 4-го ребенка. В июле у них родится мальчик.
О радостной новости Уша Венс сообщила в соцсети X. В публикации говорится, что она и будущий ребенок чувствуют себя хорошо, а вся семья с нетерпением ждет пополнения. Супруги также поблагодарили военных врачей, которые заботятся о здоровье их семьи, а также сотрудников, помогающих совмещать государственную службу и семейную жизнь. Джейди Венс – уроженец штата Огайо. С будущей женой он познакомился во время учебы в Ельской школе права. Оба окончили ее в 2013 году. У пары уже 3 детей. Старший сын Эван родился в 2017 году, сын Вивек в 2020, а дочь Мирабелл появилась на свет в 2021 году. Компания Tokyo Electric Power объявила о перезапуске атомного реактора на АЭС Касивадзаки-Карива. Впервые с момента аварии на Фукусиме в 2011 году. Реактор номер 6 мощностью 1,36 гигаватта должен быть вновь подключен к энергосистеме в среду вечером после завершения всех проверок. Изначально запуск планировался накануне, однако был отложен из-за расследования неисправности сигнальной системы. По данным компании, оборудование сейчас работает в штатном режиме. Ожидается, что реактор номер 6 выйдет на коммерческую эксплуатацию к концу февраля, что позволит усилить энергоснабжение Токийского региона, самого густонаселенного в Японии. Запуск реактора номер 7 запланирован ориентировочно на 2030 год. При этом часть других блоков может быть выведена из эксплуатации. С учетом этого перезапуска в Японии сейчас работают 15 атомных реакторов из 33, признанных технически пригодными. После аварии на Фукусиме в 2011 году все 54 реактора страны были остановлены.